раз перешагивая маленький мир, маленький захват. Мы задействуем энергию, которая раньше не была нам доступна. Все. Как только она становится нам доступна, мы начинаем воспринимать больше, мы начинаем понимать больше самих себя. Мы, люди, часто вообще не понимаем то, что мы делаем. Вот. И Tensegrity как раз, в частности, магические пасы, перепросмотр, все эти упражнения помогают посмотреть вокруг и увидеть то, что мы не видели раньше. Tensegrity – это эффективный способ жить. Это способ жить таким образом, что все твое существо включено в момент сейчас. Выполняя магические пасы, я чувствую себя очень собранной и очень целостной. Ощущение, что все части меня, они объединяются вот здесь, в зоне моей доступности. Это инструменты, которую я использую каждый день для того, чтобы быть наполненной, чтобы жить так, как я всегда мечтала, чтобы находиться всегда в том месте и в тот момент, где я нахожусь, проживать этот момент. И все-таки, да, Tensegrity — это инструмент, который позволяет мне быть счастливой. Простое движение, оно освобождает энергию. Мы можем направить эту энергию на все, на что мы хотим. И кто-то хочет разобраться в личных отношениях, кто-то хочет разобраться с работой, как ему зарабатывать деньги, кто-то хочет просто понять, найти какое-то дело, которое ему нравится. Неважно. То есть каждый направляет эту энергию туда, куда нужно ему. Я занимаюсь Tensegrity одна, то эффективность моих практик гораздо ниже. И энергия группы мне помогает двигаться вперед и постоянно и поддерживать меня на каком-то вот постоянном уровне осознанности, да, чтобы после каких-то находок я не съезжала в свое обычное состояние. Да? Для того, чтобы двигаться, нам нужно постоянно заниматься. И одному делать это очень сложно, а в группе достаточно налаженная система, да, практик самих, и это помогает двигаться вперед. В группу «Созвездие» я пришел, чтобы познакомиться больше с творчеством, наследием Карлоса Кастанеды, о котором до прихода в группу я много слышал. И постепенно, находясь в группе, я изучаю это наследие, занимаюсь Tensegrity. И ожидание – это поиск нового, поиск себя в этой жизни. Стал чувствовать себя лучше, счастливее. У меня появилось много новых знакомых, которые мне нравятся. Мне нравится общаться с ними, делиться. И я чувствую, мне еще многое нужно сделать. Это только начало. Целые поколения видящих, которые жили в Древней Мексике, практиковали это и нашли свой путь к свободе. И Tensegrity для нас сейчас является точно таким же путем, адаптированным для современного человека в современном мире. На наших занятиях мы занимаемся техникой шаманов Древней Мексики, которая называется перепросмотром. А магические пасы, они дают нам энергию делать этот перепросмотр. Перепросмотр – это основная техника, во-первых, которая позволяет нам разобраться с нашими шаблонами поведения и изменить их. Во-вторых, это прекрасная тренировка
того, что называется сновидением. Перепросмотр – это замечательная тренировка для этого. Самые основные изменения произошли в моем отношении к перепросмотру, к практике перепросмотра. Мне стало легче себя отслеживать, мне стало легче делиться со свидетелем своими находками, и мне стало легче, не то чтобы легче, но я стала регулярно каждый день заниматься перепросмотром, и это внесло, соответственно, изменения и в мою повседневную жизнь. Очень часто мы на практиках по перепросмотру открываемся и говорим вещи, которые тяжело говорить в обычной жизни, но проговаривая, которые очень сильно открываешься и вообще начинаешь чувствовать себя совсем по-новому. Перепросмотр привнес много намерения нового и много новой энергии в мою жизнь. Я делаю очень много сейчас новых вещей, занимаюсь новыми делами, общаюсь с новыми людьми, с разными интересными. Очень много всяких событий появляется в жизни. Если ты будешь заниматься от интегрити, то рано или поздно ты сможешь установить связь. Связь с Землей, связь с окружающим миром, связь со звездами. Это самое основное для того, чтобы продолжить свое путешествие. То есть ты сможешь установить связь со Вселенной. Это самое важное, что дает интегрити, в конце концов. Связь с Духом.